Друзья, всем привет! Пришли интересные детальки. Это выкройки для изготовления сопла турбореактивного двигателя. Вот все-таки говорил я Диме, что я буду первым клиентом и бесконечным при этом по лазерной резке. В общем, друзья, что мы здесь имеем? Здесь детали для аж целых двух сопел. Есть вот такая выкройка, но это сами понимаете, само сопло, сам насадок сужающийся. Далее фланцы. То был один, второй, третий. Ну, то есть это мне просто ребята сделали в двух вариантах. С рюшечками вот с такими. С облегчением и без облегчения. Ну, а это прямой участок сопла. Сегодня мы будем все это дело сваривать в единую конструкцию. Тоньше, толще металл. Сделано из нержавейки. Нержавейку выбрал обычную, не стал какую-то там жаропрочную брать, потому что любая нержавейка, она пускай не жаропрочная, но жаростойкая. Она мало окисляется и каких-нибудь 500 градусов низкого давления она спокойно выдержит. Абсолютно любая. Это вот, конечно, придется постараться выгнуть, потому что это конический стекатель. Это будет сложно. В общем, на два двигателя здесь сопла. На вот этот, который я все-таки не забрасываю, это турбостартер. Здесь уже новые подшипнички. Здесь много чего интересного. Ну и тот самый, из которого мы хотим получить термоядерную тягу. Это АИ-8. Газогенераторная часть. У него турбина гораздо больше, сам он мощнее. Шумит сильнее. Но зато оборотики у него чуть поменьше. У этого 37 тысяч максималка. А у этого 55. Ну что ж, друзья, давайте потихонечку собирать. А ссылочку на лазерную резку, сайт моего друга Дмитрия, я оставлю в описании к этому видео. Вот такое качество получается. Лично я сразу буду использовать под тик сварку это дело. Не буду никак обрабатывать дополнительно. Единственное, обезжирю. Вот, собственно, и все. Ох, ребят, как же давно я мечтал, чтобы у меня был доступ вот к таким технологиям. Хотя бы небольшой. Попробуем, как оно. Мои вальсы гнут без прямых участков. Все здесь закругляется на выходе. Приятно? Очень приятно. Теперь давайте посмотрим, как оно прилегает. Угадал ли я с размером? Ну, засовывается это уже хорошо. Я не ожидал, что получится так угадать. Вот вместе стыка есть небольшой просвет. Ну, здесь получается, может быть, лезвие, если вставить в середину, тогда оно разожмется сильнее, потому что по всему наружному диаметру прилегает просто идеально, просто идеально. Теперь сварка превратится в сказку. Вместо того ада, что было раньше, теперь я просто буду кайфовать. Смотрите, что делается. Видите? Едем дальше, попробуем вот этот мегалист двойки согнуть. Двойку я на своем станочке еще не гнул ни разу. Я в него верю, но еще пока не пробовал. Так, зажимаем теперь, чтоб не треснуло. Основная боязнь гнуть толстые металлы из-за того, что у меня здесь малая степень свободы. Может вот здесь вот триснуть в этом месте, дать трещину, и просто вальцы развалятся. Потому что держится на металле, на упругости металла. Вот эта часть, она как рессора работает. Но пока все идет к тому, что гнет. Я просто много не добавляю, боюсь. Под такие толщины я не рассчитывал. Думал, что не больше 1,5 миллиметров буду гнуть. Ну вот, жизнь вносит свои коррективы. Приходится немножко толще гнуть. Нержавейка наполовину ширины вальцов, это уже серьезно. Гнуть
коническая на обычных вальцах, конечно, то еще извращение. Ну, что делать? Зажимаю с одной стороны сильнее, с другой меньше. И с постоянным проворотом пытаюсь гнуть. Как видите, что-то получается, не совсем, правда, круглое. Но все же лучше, чем вручную как-то там. Ну вот, вроде бы что-то получилось. Если сваривать, если вот так соединить, как бы, ну, похоже, что круглая везде. Вот. Есть уже кое-какие результаты по сварке. Пока что прихватываю. Полностью не обвариваю. Все мега четко получается. Здесь нет даже малейшего зазора. Естественно, после изгиба деталь была не особо круглая. Поэтому натянул фланец. Просто натянул без прихватывания. Это не его место. И буду состыковывать. Теперь-то оно круглое. Здесь немножко буртик есть. Ставлю вот это кольцо. Оно четко сюда вставляется. И буду изнутри прихватывать. Потом сниму фланец и обварю все снаружи. Внутренний конус тоже удалось согнуть. Довольно-таки ровный он. Но пришлось вот этот участок выпилить. Потому что так я сгинать еще не умею. В конусы именно стопроцентные, острые. Здесь можно трубку, кстати, сделать. Вот. И тогда будет вообще как у взрослых самолетов. Все круто. Ну вот какая нынче сварочка, ребят, получается. Варил пульсом, как вы видели, огонек моргал. Снутри образовались валики кое-где. Да, я не защищал снутри аргоном. Можно было точками вот так сварить, тогда оно не успевает окисляться, как здесь. Но зато все в кратерах. Да, выглядит как настоящее теперь сопло. Надо каким-то образом встроить вот эту штуку внутрь. И заодно сделать рассекатели, чтобы выравнивался поток. Потому что, как показала практика, на одном из моих двигателей дает это очень много. Может до 10% тяги дать. Потому что вот эти наши движки любимые, которые я использую не по назначению, это ж на самом деле не турбореактивный двигатель. Это ВСУ. У него лопатки загнуты настолько сильно, что реактивная тяга как бы не должна особо создаваться. Должен создаваться вращающийся такой поток, чтобы крутить следующую турбину, которая устанавливается вот здесь. И она уже тогда совершает полезную работу, что-то крутит. В данном случае должна была огромный электрогенератор крутить мощностью под 60 киловатт. Вот. Но у нас это будет реактивный двигатель. Он прям просится, он и красивый, он и мощный. Ну, нужен такой в хозяйстве, если честно, очень нужен. Выглядеть это будет как-то так. Я сопло сразу сделал немножко уже, чем надо. Если что, можно будет отрезать колечки и укорачивать его. В итоге оно будет расширяться. Будем смотреть по температуре, в общем, и по запускам, как оно пойдет. Ну, пока что жестко выглядит. Мне нравится. Ну, а конус это стекатель. Он по диаметру подходит вот сюда. Будет на небольшом расстоянии. В общем, чтобы аэродинамически все нормально работало. Сделал пакетом 4 железяки. Они должны становиться вот сюда. Я уже, кстати, честно говоря, даже и разметил здесь все. Разделил на 4 части, будет 4 лопатки. Я думаю, этого хватит, чтобы полностью спрямить поток.
Но это, как вы понимаете, предвариловка. Теперь надо аккуратненько, большим количеством точек, потому что, переживая, может повести, если непрерывным тянуть. И еще кое-что задумал. Укрепить среднюю часть вот этим кусочком нержавейки. Есть такой кругляш. Может, кстати, побольше кругляш найду. Укреплю здесь. А может и там, и там. Ну что ж, это есть. Реально на сварочном столике очень удобно работать. Вот так поприхватывал. Надеюсь, будет держать. Да плюс еще сверху будет крепиться вот эта часть. И все-таки хочу внутрь вкинуть кружок. Уже начал его точить. Сначала болгарочкой вырезал, а теперь подравниваю на токарнике. Осталось теперь вот эту штуку варить сюда. Естественно, надо сделать пазы, чтобы его можно было туда углубить и приварить. Сделал аккуратные надрезы болгарочкой. С большим трудом зашлифовал все облои. И теперь нужно каким-то образом вот эту штуку сюда затолкать. И отцентровать. Я получил то, что хотел. Ну и, конечно, надо насунуть вот это кольцо. Я думаю, проблем не будет. Да вот и все. Крутяк. Думаю, сначала надо вот это вот кольце подприхватить. А потом пошевелить середину в размер и заварить. Чтобы все было ровненько, придется и в таком положении прихватывать. Ну вот, ребята, все отлично получилось. Смотрите, какая красота. Все ровненько, красивенько и очень крепко. Вот они мои швы. Мастерство потихонечку растет. Ну, пока еще не слишком фешенебельные, но уже начинаю потихонечку пользоваться пульсом. И все получается лучше и лучше. Интересно, сколько тяги получится с этого дела. Пока горячее было, насовывалось, сейчас даже не насовывается. Но там немножко подточить напильничком, и все будет нормально. В общем, на этом все, ребят. На двигателе мы сегодня тестировать не будем. По разным причинам. Во-первых, мне хочется еще кое-что испытать без сопла. А во-вторых, вместо крана надо сделать нормальную газульку. Потому что краном можно перебарщивать давление и, естественно... Если будет установлено сопло, может просто разнести движок, ибо он выйдет на чрезвычайный мощностной режим. Надеюсь, с этим соплом движок уже перестанет керосин в звук перерабатывать, а начнет все-таки выдавать какую-то приличную тягу. Я рассчитываю на 100 килограмм. Ну, если будет 80, тоже неплохо. В общем, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!